Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы разберем универсальную защиту боксера – нырок. Нырок относится к защите телом, является основной защитой против бокового удара, но также его универсальность помогает при атаке, помогает сокращать дистанцию и, наверное, одна из основных его функций – он вытаскивает удар. Итак, Роман, вот смотри, нырок – это в первую очередь защитное действие от бокового удара. Разит боковой удар в основном на средней дистанции, средняя и ближняя дистанция. То есть вот сдалека, с дальней дистанции, нырок по большому счету бесполезен. То есть он с дальней дистанции нужен только для маневра. То есть для тактического рисунка, например, быстро поменять дистанцию, войти на среднюю дистанцию. Вот теперь смотри, преимущество нырка на средней дистанции выполняется очень быстро. Очень быстро. Первая часть нырка идет вниз. Вот само по себе, вот у меня тренер говорил, вот нырок это как утка. Тут ныряет, вынырнет, где захочет. То есть нырок это не обязательно вот сюда в сторону или сюда в сторону. Ты можешь нырнуть и назад, можешь нырнуть и в бок, можешь нырнуть в любую сторону. Можешь вообще нырнуть и в этом же месте вынырнуть. Твоя задача сейчас максимально быстро сделать нырок, пока нырок на месте, то есть вот просто на своем месте, вниз и в сторону. Вот, это медленно, 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 а еще быстро. Вот на меня посмотри, быстро, 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 быстро. Во, видишь, не так просто. Теперь смотри, если разбирать нырок, то первую часть, вот эту вот надо сделать. Только глаза не закрывай, хорошо? А то ты вниз опускаешься, и у тебя веки закрываются. Раз, вниз, вниз, вниз. Просто на ногах вниз сделай, на ногах. Во, раз резко, раз резко, раз резко. Вот теперь смотри, мы подошли к самому настоящему разбору. Нырок выполняется по классической схеме в учебном процессе в 3 вариантах. Первая часть твоего варианта на месте. Ты делаешь только вот эту вот часть падающую. По-другому быстро ты ее не сделаешь. Вот она идет. Раз, вниз, 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 вниз. То есть нырок ты можешь делать только одним корпусом. За счет сжатия. Вот она идет. Вот. Раз, раз. Ноги, видишь, ты включаешь ноги. Ноги не включай вообще. Пока вот эта вот часть у тебя не научится дергаться. Во! Смотри, как быстро можно сделать. Во, молодец. Теперь смотри, вторая часть. Мы отключаем тело и делаем его только за счет ног. Только за счет ног. Вот здесь смотри, очень главный эффект. Вот эта вот часть пружинки. Вот ты когда в ноги падаешь, не старайся прижимать пятку. Если пятку сильно прижмешь, у тебя остановится движение. То есть вверх уже будет трудно поднять. Поэтому вот как бы на ногах вот эта вот вещь. Видишь, ее тоже можно делать быстро. Видишь, вот она. Во. Можно даже, видишь, как бы немножко подпружинивать. Во. Теперь смотри, тело у меня стоит ровно. Ничего не колышется. Ты делаешь все на ногах. Так сказать, на падающих ногах. Во. Во, на мои ноги, посмотри. Видишь, я уже поменял стоечку. Во. Мягко-мягко. Мягко-мягко. Мягко. Во. Во, видишь? Все на ногах. Разогреваешь ноги. Хорошо. А, вот видишь, пляска пошла. Еще раз. Момент, вот почему сначала и надо на месте. Чтобы ты не торопился. Во. Во. Итак, третий вариант. Вот так боксер делает нырок. Немножко тела, немножко ноги, все в одном союзе. Чуть-чуть ноги и чуть-чуть корпус. Вот так ты можешь сделать быстро. Раз, 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 раз. Вот отлично. Вот смотри, мы отработали нырок на месте. Чтобы отработать его в движении и уже максимально его приблизить к боевой дистанции, раньше в советское время тренера, хорошие тренера,
использовали такую простую вещь, как полотенце. Берется за один край, берется за другой край и просто заворачивается. Опля! Получается вот такая вот штучка. Теперь смотри, мы потихонечку с тобой пока будем ходить, потому что у нырка есть такая особенность, он очень хорошо сочетается с передвижением. То есть вот только передвижение начинается, ну, оно слитно, оно неразрывно идет. То есть ты как бы с одной стороны на другую сторону можешь как назад, вперед, влево, вправо. Движения все оттачиваются до автоматизма. Полотенце поможет тебе уже не бояться, ну, как, ну, не забывать вот это вот движение уже как, ну, в бою. Сначала спокойненько, вот, сильно глубоко не забирай. Вот, тебе только от тряпки надо уйти, видишь, задело, видишь, опять задело, задело. Хорошо, правильно делаешь, что дублируешь. Во, хорошо, и пошел ныряешь. Не проводи спину вот так. У тебя нырок идет вот. Его вторая часть это будет в ударе, когда ты уже будешь наносить удары. И снизу даже можно и прямой наносить, там любой удар можно наносить. Спокойно. Во, хорошо. Двигаешься. Во. Видишь, задеваешь. Во, молодец. На меня всегда смотри. Во, хорошо. Молодец. Во, постарайся сейчас пока не приближаться, потому что... Во, ныряй. Во, молодец. Во, двигаешься. На носочки дави. Во, хорошо. Молодец. Во, так пойдет. Во, сейчас делаешь уклон и нырок. Уклон, нет. Еще разок. Уклон, нырок. Еще разок. Нет. Еще разок. И нырок. Уклон. Уклон тебе тоже поможет в нырке. То есть одна из разновидностей, когда ты вниз идешь и делаешь нырок. Вторая часть, когда ты от уклона делаешь. И так надо. Не спеши. Помни, что тебе надо быстро его сделать. Потому что, еще раз говорю, удар будет лететь быстро. Теперь смотри, делаешь нырок не в бок, а немножко тащишь его на себя, вытаскиваешь ногу. Посмотри, как это происходит. Раз, синхронно. И тело, и нога идет. Вот здесь надо чувствовать свое тело. Если тело не будешь чувствовать, ничего не получится. Точнее, получится с точностью да наоборот. То есть ты своим нырком просто, ну, себя подставишь. Поэтому раз, видишь, ну, говорят, что надо сначала корпус опускать, в бою это не работает. Надо одновременно это все делать. Если чуть-чуть замешкаешься, чуть-чуть остань, ну, вот, позволишь как бы нарушить свою дистанцию, все, тебя загрызут. Одна из уникальных вещей нырка – это вот нарушение дистанции с точки зрения приближения. То, когда ты идешь вперед. Но не вот так ты вперед идешь, а подходишь как бы за руку. Или, как говорят, за локоть, за плечо, там все равно. Твоя задача оказаться вот здесь, нырком. Пока без, скажем так, утяжеления, просто попробуй нырнуть и выйти вот сюда ко мне. Да очень глубоко. Помни, что тебе надо держать всегда одну и ту же дистанцию. Ну, желательно, да, чтобы ты с этой дистанции мог доставать меня. Видишь, немножко поближе надо. Ну, как правило, хорошо. Итак, приготовься. Еще разок вот сюда уходишь. Или вот сюда заходишь. Не, вот сюда. Вот так, чтобы тебе удобно было. Молодец. Во. Молодец. Вот, хорошо. Ноги сильно не расставляй, потому что вот это вот, ну, чревато. Ноги всегда у тебя под собой должны быть. Но и если вот так будешь ногами делать, удара не будет, потому что тебе упор нужен с одной стороны. Вот, прошел, хорошо. Но здесь уже нельзя. Просто чем хорош нырок, ну, его надо нарабатывать. Он хорош тем, то, что я тебе говорю, очень удобно сокращать дистанцию им. Зачастую вот в самом начале, когда ты выходишь, к сопернику как приблизиться? Через защитное действие? Через защитное действие. Одно из вообще лучших вариантов
защитного действия. Это то, когда ты начинаешь имитировать, то есть финтить. То есть соперник, когда, глядячи на тебя, он не должен знать, что ты задумал. Что ты задумал? Понимаешь? И вот эти вот движения, ими очень хорошо как бы провоцировать. Вот преимущество нырка. Минус нырка в том, что если тебя вычислят, вот, например, ныряй. Видишь, я тебя как хорошо встретил. Или ныряй. Хорошо встретил. Понимаешь, из-за того, что я знаю траекторию нырка, я и буду преследовать тебя, загонять специально тебя под нырок. Вот сейчас я уже тебя достану. А теперь попробуй сделать так нырок, зайди вот сюда, чтобы уже тебя точно не преследовали. Вот хорошо, вот сейчас отлично. И сейчас у тебя преимущество. То есть выиграл дистанцию и выиграл позицию, это самое главное. Одно из самых популярных и самых эффективных приемов для отработки нырка используется шнурок. Ну и в нашем случае это резина. То есть она может, видишь, колебаться, и она очень хорошо будет определять границы твоих движений. Очень хорошая система, используется очень давно. То есть так давно, что уже на самом деле никто и не помнит, как это было. Вот здесь смотри, у тебя два поля. Ну, как правило, левое и правое поле. То есть первый момент, ты просто учишься пока. Тело, держа на середине, уходить от нырка. То есть заваливаешь чуть-чуть тело. Идешь мягко. Мягко. Здесь можно, разрешается тебе, ну вот у меня тренер говорил, ходить как к крестьянину. То есть всей стопой. Чтобы, только для того, чтобы ты ощутил вот это вот свое, ну, чувство, ну, как равновесия, вот этой вот очень-очень тонкой вещи. Потому что вот эти вот движения, еще раз говорю, они делаются очень быстро. Следующие твои движения будут, это уже ударные движения. Как ты будешь их делать, это точный выход уже на ногу. Потому что нога толкает тебя в удар. Ну, или как сказать, то есть нога осуществляет удар. То есть вот движение разгибания и движение толчка. И чтобы синхронизировать вот это вот, потихоньку-потихонечку, от медленного, спокойного движения, и потом уже можешь как бы тело подкидывать, чтобы уже как бы вывести его на удар. Еще раз говорю, торопиться здесь, будешь торопиться, будешь как слон. Если пойдешь мелким, спокойным шагом, начнет получаться. Потому что рациональность твоих движений, они нужны не только для защиты, не только для удара, а для общего твоего состояния. Чтобы ты уже ощущал себя как рыба в воде, как уточка. Тут ныряет, там выплывает, во рту такая рыба. Полностью стань под шнурок, чтобы шнурок у тебя вот давил. Старайся не задевать шнурок. Но если ты его заденешь, ничего страшного не будет. Еще раз говорю, выполняешь шнурок как телом, так и ногами. В боксерском варианте и тело, и ноги. Во. Вот видишь, ты головой вперед идешь. Ты можешь ее вот так поджать под себя. Во. Видишь, вот она, раз и вышла. От уха до уха, раз и вышла. Видишь, коротенькое движение. Если вот так его делать, ну я тебе говорю, таких 20 штук сделаешь, все, устал. Тебе надо 500 тысяч раз сделать. Вот, небольшие движения приведут тебя к большим движениям. Потому что большие движения могут делать все. А маленькие и короткие, вот, по чуть-чуть, по миллиметрам вперед. Видишь, как ты разболтал ее? Видишь как? Она долго теперь будет играть и мешать тебе. Кажется, все просто. Оно реально просто. Но просто тогда, когда ты умеешь, когда ты понимаешь, что тебе нужно сделать. Минимум. Минимум. Простота в минимуме. Видишь? Направление. Раз, 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 раз. Пошел. Быстрей. Во, пока без ног. Тело делает. Вот, молодец. Вот чего надо было добиться. Видишь? Чистое движение. Хлеще, резче. У тебя не получается только потому, что... Точнее, у тебя получается, но коряво. Только потому, что ты начинаешь бедром вот так вот заходить. Это одна из самых опасных ошибок. Потому что, когда ты начинаешь бедром играть, у тебя полностью тело разбалансировывается. То есть у тебя тело здесь, зад здесь, вообще трудно, нету стабильности. Поэтому бедра зафиксируй. Вот, видишь тело, вот оно. Вот оно. Работа тела, работа спины.
И потом ты уже подключаешь, когда ноги, когда ты уже на ногах это делаешь, и делаешь это в теле. Вот получается. Раз, ты переехал на эту ось, с этой оси на эту ось. Раз, 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 раз. Вот тогда уже подключается нога. После того, как ты уже понял это движение, уже можешь подключать удар. Например, боковой. Или, например, ну, как один из вариантов, снизу, снизу, снизу. Хорош, хорош, молодец, молодец. Теперь смотри, корпус зафиксируй. И теперь попробуй переезжать ногами. Ногами переезжай. Тело зафиксируй. Ногами переезжай. Это подводящие формы. И первая форма, и вторая форма – это подводящая. Во! Тело не рушай. Не шевели тело. Стоп. Давай с ногами разберемся. Вот у тебя, видишь, есть перенос веса тела. С ноги на ногу. В оригинале, вот я сейчас не отрываю ноги от пола. Вот с одной оси на вторую. Вот он, видишь, переезд. Вот он переезд. Ты в этот переезд и подыгрываешь ногами. Вот он, весело. Видишь, получается. Раз, 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 раз. Как бы есть вот такое вот, ну, это чисто боксерская фишка. Очень-очень древняя. Вот смотри, когда у тебя ноги вот так вот, колени начинают ну, как это правильно сказать, сходиться, вот с этого положения очень быстро, ну, ноги выпрямляются. Когда ты их вот так подкашиваешь. Не когда ты вот так вот, как на унитаз садишься, а когда ты их немножко под себя. Вот в этом положении быстрый старт будет. Не знаю почему, но вот так вот мышцы у нас устроены. Когда вот так вот даже штангисты, посмотри, вот они когда приседают, начинают вставать, они ноги вот так делают. Так, раз, легче. Поэтому в твоем не надо сильно играть. Здесь еще раз говорю, есть разница. Поэтому ты чуть-чуть ногу как бы подламываешь чуть-чуть ее. И тогда будет легче тебе. Видишь, во, корпус на месте стоит, а ножка как бы чуть-чуть у тебя подламывает. Чтобы легче было с одной оси на вторую перейти. Раз, 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 раз. Видишь, все просто. Как сформировать шаг? Сейчас ты и тело подгибаешь, и ноги. Вот здесь, видишь, вот эта вот сводящая такая штука коленками. Видишь? Видишь? И я потихоньку начинаю крастись. Или красться. Видишь, потихоньку. Видишь, как удобно? И сразу как бы у меня открывается поле для удара. То есть движение начинает как бы уже подвинчивать в бедре. Вот в этой части. Раз, 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 подыгрываешь. Раз, 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 раз. Тут минимум, видишь? Я даже не замечаю, что здесь шнурок стоит. Настолько все отбалансировано уже. Видишь? На ноги на мои смотри, на ноги. Видишь, как мне легко идти так? Вес тела сам выталкивает ногу. И своим толчком я продолжаю движение вперед, могу назад. Видишь? Вперед. Видишь? То же самое у тебя будет и в скачках. То же самое. Видишь? Минимум. Я задел шнурок. Во. Видишь? Раз. Хорошо, хорошо. Хорошо. Молодец. Одна из сладких вещей нырка – это выйти на удар. Смотри, как в твоем случае можно. Раз, вышел, ударил. Вышел, ударил. Вышел, ударил. Вышел, ударил. Можешь прям параллельно шнурку. Это не ошибка, это всего лишь тренировка. Можно по-всякому делать. Можно и сюда выводить. Можно и так выводить. Можно даже серию выводить. И вот так выводить. И вот так. И вот так, по-всякому. Мы берем самую простую форму. После нырка, точнее нырок у тебя превращается в удар. Вот молодец. Вот теперь смотри, одна из ошибок, ты прилип к полу. Вроде ты как бы идешь, но ты к полу прилип. Поэтому вот эта вот пружинка у тебя, раз, 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 немножко распрыгай ее, чтобы раз у тебя движение было, раз, 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 раз. Тоже изобретение очень древнее. Тут несколько видов подводящих методик рассматривается. Одна из методик – это ты оказываешься под снарядом и пытаешься, вот смотри, видишь, я зафиксировался. Сначала ты делаешь круг вдоль мешка, правильно распределяя все свои движения.
Руки можно вот здесь держать, можно их опустить, чтобы они тебе не мешали. И потихонечку раскружись. После вот этого начинаешь уже во все стороны, как та пресловутая уточка, нырять. Потому что не только вперед и назад, не только влево-вправо, а по всем направлениям. Раз, два, раз, два. Вот эти вот круговые движения, они помогут тебе сбалансироваться. Поэтому, чтобы пошло одно движение, надо сделать 10 движений. Понятно? Поэтому в твоем случае нырок и вот такая вот штука. Вот эти вот стабилизирующие мышцы, которые у тебя на пояснице находятся, они тебе помогут правильно ощущать, то есть и дистанцию регулировать, и вовремя как бы подныривать, когда надо. Отныривать, подныривать. Раз, раз. Смотри, снаряд можно задевать, но если ты его будешь задевать, это уже будет другое упражнение. То есть это уже будет, ну, как бы, уже максимально приближаешь ты к боевой дистанции, да, когда у тебя движение может быть короткое, а может быть и длинное. Поэтому вот сейчас постарайся его не задевать, сделать это медленно. Во-во-во, так можно, так можно. Вот другую сторону. Во-во-во-во-во-во. Гнись, как березка гнись. Только бедрами только не гуляй. Бедра у тебя, вот у меня тренер говорил, как будто тебя в бетон залили. Все очень просто, все очень просто. Вот ты сюда ушел, вот ты сюда вынырнул. Вот сюда ушел, вот сюда ушел. Смотри, видишь, сюда вынырнул, сюда вынырнул. Еще раз тебе говорю, в боевом варианте, если ты привыкнешь, заорганизуешь свои действия вот так, тебя вскроют. Показать? Смотри. Раз, бамс, и все. Или раз, бамс в корпус. Все. Если ты вот, ну вот, например, вот сюда ушел, ты можешь и в эту сторону, можешь и в эту сторону нырнуть. Там уже просто ноги подключатся. И вперед, и назад, и влево, и вправо. В любую сторону нырок делается. Не только в одной позиции. Во. Давай. Во. На меня смотри. Во, крутись на ногах, разворачивайся. Во, кружи, молодец. Во, не выходи из снаряда. Во, ко мне, от меня. Раз, два, три. Видишь, ты начинаешь. Это неплохо, это наоборот хорошо, что у тебя более-менее уже начинают стабилизироваться ноги. Во, молодец, вот туда, ко мне. От меня. Во. Вот, молодец. Теперь по сторонам. Во, ближе к снаряду. Во, пошел опять, кружи. Кружи. Во, молодец. Вот, хорошо. Теперь движение. Вот ты расхаживаешь. Видишь, любое твое движение, шаг это или скачок, это все равно, ну, все вот эти вот вещи, они сохраняются. Видишь, вот он. Видишь, я поменял стоечку. Видишь? Все просто. В боксе есть такой стих. Не знаю, кто его автор, но услышал его от своего тренера. Если вас ударить в глаз, вы невольно вскрикнете. Раз ударить, два ударить, а потом привыкнете. Так же и с нырком. К нырку надо привыкнуть. Это очень хорошая система как защиты, так и нападения. Нырок – непростое движение. Очень эффективно работает он в бою, поэтому на этом мы закончим. Следующая, вторая часть нырка мы сделаем во второй серии. Поэтому наблюдайте, следите за нами. Всем добра, любви.